Экзотическая Англия. Затерянные сады Хиллигана. В течение нескольких столетий неутомимые британские путешественники привозили из Индии, Китая, Японии, Африки и Ближнего Востока диковинные фрукты и семена экзотических растений. Кое-какие экзоты прижились только в оранжереях, но некоторые, например, магнолии и рододендроны, отлично чувствуют себя в мягком и влажном английском климате. Один из самых необычных садов Британии расположен на юго-западе страны, в графстве Корнуолл на берегу Атлантического океана. Это затерянные сады Хиллигана. Хиллиган – это не фамилия владельца, а название поместья. В переводе с корнуольского оно означает «дерево ивы». С XIII века здесь жила семья Тремейн. Только через 5 веков, в 1766 году, по приказу сэра Генри Хокинса Тремейна на территории поместья был разбит сад в модном стиле гарденеско. Он был разделен на несколько тематических участков: зона для прогулок, тропический лес, сад плодовых деревьев и так далее. Протекающий у берегов Корнуолла Гольфстрим щедро делился с Хиллиганом теплом и влагой, и потому в парке Тремейнов, вполне обычной для Британии, яблони и груши соседствовали с тропическими растениями. Так, это единственная семья в Англии, у которой на столе были собственноручно выращенные ананасы. Для них было придумано специальное приспособление – ананасовая яма. Постоянная температура там поддерживалась за счет разложения навоза. К ней был приставлен специальный садовник. Он должен был раз в 3 часа проверять температуру. Неизвестно, нравилась ли ему эта работа, но ананасы прекрасно росли и давали плоды. Пик расцвета поместья Хиллиган пришелся на начало 20 века. Тогда в усадьбе постоянно работали 22 садовника, а площадь парка была 200 акров, около 80 гектаров. Конец этому положила Вторая мировая война. Садовников призвали на фронт. С войны вернулось только 8 из них, но ни один не захотел продолжать работу в усадьбе. Постепенно разъехались и сами Тремейны. В поместье остался единственный представитель рода – Джек Тремейн. Он разделил дом на квартиры, стал сдавать его, а затем распродал по частям. Садоводство владельца усадьбы не интересовало. Сад одичал и зарос сорняками, потерявшись под ними на 50 с лишним лет. Вероятно, именно с этим связано название «Затерянные сады Хиллигана» – Lost Gardens of Hilligan. Все изменилось в 1990 году, когда сад обнаружили наследник Тремейнов Джон Уиллис и его знакомый Тим Смит. Смит увлекался ландшафтным дизайном. Он пришел в восторг от заброшенного парка и решил восстановить его. К своему проекту он подключил других энтузиастов, и через уже 2 года затерянные сады Хиллигана были готовы к приему первых посетителей. Средства на восстановление собирали через газеты и телешоу. Так к садам Хиллигана вернулась былая красота. Как и в XVIII веке, парк разбит на несколько зон. Northern Garden – северный сад. В северном саду разбиты плодовые сады и огороды, в которых растут фрукты, овощи, салаты, травы. Все это выращивается экологически чистым способом, без использования химических удобрений, только компост и сами знаете что. Все, что выросло, продается тут же, в магазине, или в приготовленном виде подается в местной чайной. Помимо огородов, северный сад изобилует прогулочными тропками, проходящим мимо цветников с камелиями, альпийских горок, древовидных папоротников и рододендронов. Под некоторыми из них гуляла знать еще во времена королевы Виктории, лет 150 назад. Джангл. Джунгли – это то, чего никак не может быть в Англии, но оно тут есть. Прямо под открытым пасмурным английским небом растут ананасы, бананы, бамбук и все остальное, чему полагается расти в субтропиках. И опять вы спросите, откуда в умеренном английском климате быть джунглем? Это возможно благодаря глубокому рельефу долины, где создается особый микроклимат, в котором как минимум на 5 градусов теплее, чем в северных садах. Плюс теплый гольфстрим, влажность и, вуаля, английский ананас на вашем столе. Вайда-Эстат – самая большая зона садов Хиллиган. Она состоит из затерянной долины и древнего леса. Это самое сказочное место, которое только можно себе представить. Особую пикантность лесным прогулкам придают вдруг возникающая на пути гигантская голова или серая леди. Так и ждешь, когда в ветвях завоет ветер или зазвенит цепями призрак бывшего садовника.
Весной в затерянной долине цветут подснежники и колокольчики, а летом кровавые маки. Гуляя по Хелигану, когда стемнеет, берегитесь нетопырей и ушастых летучих мышей, которые гнездятся здесь со страшной силой. В дневное время здесь можно наблюдать множество птиц, а в озерах живут симпатичные выдры. В 2008 году затерянные сады Хелиган получили статус хранителей национальной коллекции растений. Здесь растут 70 камелий преклонного возраста и 350 рододендронов, самый старый из которых был посажен в 1850 году. В работе садовники используют только технологии и удобрения, которые применялись в Англии в конце XIX века. Выращенные здесь овощи и фрукты считаются экологически чистыми. Их можно купить в местном магазине или попробовать блюда из них в чайной. Сады Хелигана – популярное туристическое место, с момента открытия их посетило более 5 миллионов человек. Несколько лет подряд этот парк занимал призовые места в списках самых интересных достопримечательностей Cornwall Tourism Awards и British Travel Awards. Сегодня сады Хелиган представляют собой своеобразное окно в прошлое, если хотите, настоящую машину времени, которая позволяет быстро и удивительным образом перенести вас в самую настоящую викторианскую эпоху с присущими ей атрибутами и характером. Надо сказать, что современные садовники, возделывая и окультуривая сад, применяют только технологии и приспособления, бытовавшие еще сотню лет тому назад. Единственную вольность, которую они себе позволяют, это использование современных органических и минеральных удобрений. Просто поразительно, как команде, которая занималась восстановлением садов Хелиган, удалось передать разительный контраст между заброшенным дикорастущим парком и удивительным ландшафтом столетнего викторианского сада, бережно возделываемого и окультуренного опытными садоводами. Затерянные сады Хелиган являются притягательным и популярным местом для тысяч туристов, которые находят ценность в созерцании неиспорченных цивилизаций и уголков мира, в которых человек может по-настоящему ощутить свою уникальность и, в то же время, неразрывное единство с природой. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Не забывайте, что на канале есть еще много интересных видео, которые могут вам понравиться, так что переходите и смотрите, буду благодарен. Делитесь видео в соцсетях и мессенджерах с друзьями и знакомыми. Давайте делать мир прекрасней и добрей.